Это последствия ночного удара по Курску. Также в выпуске женская космическая миссия совершила туристический полет, а Мизулина пожаловалась на репрессии. Всем привет, это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Подписывайтесь, ставьте лайки. Поехали. Десятки взрывов насчитали сегодня ночью в Курске и Курской области. ВСУ ударили по региону беспилотниками. Один из дронов попал в жилой дом на улице Веспремской. Пострадали еще несколько многоэтажек, там начались пожары. Жители эвакуировали в пункты временного размещения. Один человек в ходе атаки погиб. Это 85-летняя женщина. Ранены еще 9 жителей. У них осколочные ранения, ожоги и черепно-мозговые травмы. Власти области уверяют, что один из дронов был оснащен поражающими элементами – стальными шарами. Кроме того, сообщается об атаке на гараж скорой помощи. Пострадало несколько машин. Дональд Трамп сделал несколько одиозных заявлений по поводу войны в Украине. Это произошло во время пресс-конференции с президентом Сальвадора Наибом Букеле в овальном кабинете. Например, он обвинил украинского президента в начале войны. Однако позже все-таки расширил списки виновных. Because of three people, I would say three people. Let's say Putin number one, but let's say Biden, who had no idea what the hell he was doing, number two, and Zelensky. And all I can do is try and stop it. That's all I want to do. Также Трамп утверждал, что во время его предыдущего президентского срока Путин даже не помышлял начать войну. Уже непонятно, с чем на самом деле он борется, с войной в Украине или с Демократической партией США. Накануне Трамп также написал в своей соцсети Truth Social, я цитирую: «Я не имею никакого отношения к этой войне, но усердно работаю, чтобы остановить смерть и разрушение. Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, эта ужасная война никогда бы не произошла». Конец цитаты. Вскоре после окончания пресс-конференции Трампа появились сообщения о воздушной тревоге в ряде украинских регионов и взрывах в Сумах, Запорожье и Херсоне. В последнем российский дрон сбросил боеприпас на гражданский автомобиль. В ГСЧ сообщили, что спасатели потушили возникший пожар. Пострадал один человек. По Сумам российская армия била баллистикой. Об этом сообщили местные власти. Обошлось без пострадавших. А число жертв воскресного обстрела города выросло до 35. Среди погибших 2 детей. Пострадали 129 человек, в том числе 17 детей. При этом российские власти настаивают, что удар был нанесен по военному объекту. У нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная сходка украинских военачальников со своими западными коллегами. Впрочем, глава Сумской военной администрации Владимир Артюх подтвердил изданию «Суспильне», что военные в районе удара действительно были. Там вручали награды бойцам теробороны. Организатора церемонии Артюх не назвал. При этом военные эксперты пришли к выводу, что российские военные знали о самом факте награждения, но место его проведения не установили и били наугад. В частности, Руслан Левиев указал, что поражены были 2 здания Сумского университета с актовыми залами. Он предположил, что для наведения ракет исполнители удара использовали Google Maps. Также Левиев утверждает, что российская армия использовала для атаки на Сумы ракеты, которые увеличивают число сопутствующих жертв. Это является военным преступлением, даже если целью удара был военный объект. Экипаж из 6 женщин, среди которых была и певица Кэти Перри, совершил туристический полет в космос. Запуск осуществила компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin. New Shepard has cleared the tower.
В миссии участвовали певица Кэти Перри, журналистка Гейл Кинг, невеста Безоса Лорен Санчес, предприниматель Айша Боу, инженер в сфере биоастронавтики Аманда Нгуен и кинопродюсер Кэрри Энн Флинн. Их суборбитальный полет на корабле Нью Шепард продлился 11 минут. Корабль поднялся более чем на 100 километров, границы между атмосферой и космосом. В невесомости участницы полета провели около 4 минут. С момента полета Валентины Терешковой в 1963 году это первая космическая миссия с полностью женским экипажем. Katie! Царица доносов Екатерина Мизулина пожаловалась на репрессии, как в 1937 году. Ситуация, как в старом анекдоте. А меня-то за что? Все дело в том, что вице-спикер Госдумы Владислав Дованков попросил МВД проверить ее на вымогательство. Кроме того, он потребовал от Мизулиной отчета, на что были потрачены 200 миллионов рублей, выделенные ее организацией из бюджета. В ответ глава Лиги безопасного интернета разродилась постом. Я его процитирую. Получается, что, прикрываясь высокими словами о демократии, отдельные депутаты используют свои служебные полномочия для осуществления репрессий, как в 1937 году. Только источником информации служат уже не доносы соседки, а ложная инфо из интернета. Жду реакции от руководства Государственной Думы. Конец цитаты. Обвинения в вымогательстве появились после жалобы бывшей жены Паши Техника Евы Корицкой. Якобы Мизулина прекратила свои нападки на рэпера не просто так. Впрочем, Корицкая внезапно за те претензии извинилась, а Мизулина обвинила Дованкова в клевете и доносительстве. Политик пригласил ее выступить с разъяснением ситуации в Госдуме и выдвинул встречное обвинение. Цитирую. «Если, по вашему мнению, запрос в МВД – это клевета и донос, получается, вы оклеветали не 10 человек и построили карьеру на серийном доносительстве. Вы готовы быть последовательны в своей логике и принести извинения перед всеми, на кого незаслуженно донесли». Конец цитаты. Суд в Екатеринбурге ликвидировал фонд Ройзмана по иску Министерства юстиции. Организация помогала в том числе детям с редкими заболеваниями. Решение вынесла та же судья, что ранее штрафовала политика Ройзмана за дискредитацию армии. Минюст якобы заподозрил фонд в нецелевом расходовании средств. Евгений Ройзман называл обвинение шельмованием и ложью. Фонд, например, в 2021 году собрал более 150 миллионов рублей на дозу лекарства от спинальной мышечной атрофии для 6-месячного Миши Бахтина. Его отец был на вчерашнем суде. А вот что на заседании сказал адвокат Калой Ахильгов. «Я поражен существом этого иска. В нашей стране почти нет фондов, которые способны собрать такие суммы. Если фонд собрал 222 миллиона на лечение 2 детей так быстро, его надо на руках носить». Конец цитаты. В Сочи енот оставил целую семью без дома. Он устроил короткое замыкание, которое вызвало пожар. Животное пробралось на крышу постройки на улице Енисейской и задело электропроводку. Хозяин дома вызвал пожарных, но те спасти его не смогли. Все 100 квадратных метров сгорели дотла. А в Красноярском крае продолжаются пожары после прихода ураганного ветра в регион. Минувшей ночью горели окрестности города Минусинск. Вот такая обстановка перед кольцом, мало минуса. Вот гора горит. Уничтожена турбаза Шишкин-Лог. Там площадь пожара достигла почти 800 квадратных метров. Уцелело только одно строение. Погибших и пострадавших нет. Также сгорели постройки на окраинах самого Минусинска. По словам главы района Сергея Глухова, окончательно причины пожаров установят специалисты, но по предварительным данным причина в том, что сильный ветер повредил линию электропередач. Экологическая катастрофа в Оманском заливе. Пострадали в том числе пляжи Арабских Эмиратов. На отравление парами мазута пожаловались десятки россиян, отдыхающих в Фуджейре. У всех тошнота, головные боли и горечь во рту. Разлив нефти накануне произошел по всему побережью Оманского залива. В зону загрязнения попали минимум 4 крупных отеля. Специалисты закрыли пляжи минимум на полмесяца. Отдыхающие готовят коллективный иск. Причиной разлива мазута называют аварию танкера неподалеку от побережья, либо работу порта Фуджейры, где заправляют суда. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, смотрите другие видео, подписывайтесь, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы дублируем там весь контент, в том числе в аудиоформате. И главное, берегите себя.